Беспилотники над Северной Осетией. Зеленский отвечает Путину, а премьер-министра Дании бьют в центре столицы. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Неожиданная спецоперация. Ударные БПЛА долетели до Северной Осетии, преодолев 1000 километров. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет. Военно-морские силы Украины готовятся и готовы. Есть ли вероятность высадки российского десанта в Одесской области и что стоит за учениями украинцев в море? Как любая военно-морская десантная операция, она должна иметь в наличии 3 элемента главных. Путин заявляет об узурпации власти в Украине. Зеленский выходит с ответным обращением. Легітимність товариша Путіна визнає виключно товарищ Путин. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начинаем. В России заявляют, что украинские беспилотники пытаются атаковать все новые и новые объекты. На этот раз БПЛА самолетного типа были замечены в 1000 километрах от украинской линии фронта и долетели до Северной Осетии. В Моздоке силами ПВО были сбиты 3 беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет. Украинские СМИ сообщают, что события в Северной Осетии – это спецоперация украинской разведки. Напомню, в Моздоке расположен военный аэродром российской армии. Из открытых источников известно, что уже как минимум 1,5 года оккупанты размещают там свои бомбардировщики Ту-22М3, которые используют для обстрелов Украины. И, кстати, в апреле один из таких самолетов, который возвращался на аэродром Моздок, был сбит украинскими силами ПВО и рухнул в Ставропольском крае. Кроме того, в Москве заявили, что дроны летали не только на Кавказе, а якобы еще и над Ростовской, Брянской, Тульской, Белгородской, Астраханской областями, кроме того, над Крымом и Краснодарским краем. Помимо этого, ведомство Белоусова заявляет об уничтожении морских дронов. Ну и, конечно же, традиционно потерь у россиян нет, говорят в Москве. Напряженной называют ситуацию на линии фронта в украинском генштабе. Там подсчитали, что в сутки происходит порядка 100 боевых столкновений с путинской армией. Мониторинговые каналы сообщают о продвижении российских войск в районе города Часов-Яр. В то же время Американский институт изучения войны сообщает о продвижении уже украинских войск в Харьковской области в районе села Глубокое. В украинском генштабе уточняют, что на Ореховском направлении, это Запорожская область, российские оккупанты используют авиацию, в частности вертолеты К-52. Кроме того, россияне время от времени пытаются штурмовать позиции украинских войск в районе Работино. О том, что происходит сейчас в этом населенном пункте, нам рассказал спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Брачук. Это выжженная земля, это населенный пункт, который остался только на карте. Населенного пункта нет, разрушения полномасштабные, значительные. Сегодня это действительно Запорожская степь, если мы говорим о Работино. И сегодня это серая зона, которой враг не овладел. То есть те, скажем так, реляции парадные, о которых периодически сообщают так называемые военкоры российские, они там с периодичностью определенно об этом говорят, захвачена Работино. Они не отвечают действительности. Да, враг закрепился на южных окраинах, некогда поселка Работино, там находилась школа. Оттуда пытается периодически контратаковать, но вот эта вся серая зона, она полностью контролируется огневым контролем вооруженных сил Украины, сил обороны Украины. Больше бы я обратил внимание, если мы говорим об этом направлении, на Старомайорское. Там ситуация очень сложная тоже остается. Работает артиллерия, враг пытается использовать не только живую силу, но и механизированную компоненту, то есть технику, которая уничтожается. Но определенное тактическое продвижение в этом направлении, к сожалению, у врага есть. Поэтому ситуация сложная, она очень динамичная. И сейчас сказать о том, чем закончится в ближайшее время, эта ситуация очень сложна. Интересно, что на линии фронта российские войска прибегают к новой тактике передвижения. Например, время от времени пользуются мотоциклами, чтобы быстро приблизиться к позициям ВСУ.
адские гонщики, они в работе на тоже присутствуют. То есть это та тактика, которая, в принципе, врагом начала использоваться по всей линии фронта. Я думаю, что практически везде такие случаи могли быть зафиксированы. Есть и такие, но больше пытаются малыми группами. Путин заговорил об узурпации власти, но не в России, а в Украине. За последний месяц он уже неоднократно заявлял о нелегитимности украинской власти и, конечно же, Зеленского. В то же время Зеленский ответил, кто же из них легитимный, а кто нет. Легітимність президента Зеленського визнає виключно народ України. Обирає народ України. І я дуже дякую за підтримку. Народ у нас вільний, свободний. Ми за це, якщо чесно, і воюємо. І я йому вдячний за цю підтримку. Легітимність товариша Путіна визнає виключно товариш Путін. І обирає Путіна Путін. Російський народ – це декорація. Актор у них один. Дякую. Напомню, в Украине в этом году не состоялись выборы президента из-за военного положения. Теперь же в Кремле говорят, что единственной легитимной властью является украинский парламент и его глава Руслан Стефанчук. Однако Стефанчук ответил также Путину, что согласно украинской конституции президент выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента, а до завершения военного положения президентом будет Зеленский. И это соответствует украинскому законодательству, говорил Стефанчук. Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон поговорил с фейковым Петром Порошенко. В Лондоне заявляют, что глава их МИД стал жертвой пранкеров. Известно, что у Кэмерона состоялся видеозвонок, он был непродолжительным, а видеосвязи договаривались предварительно в переписке. В британском министерстве иностранных дел говорят, что во время звонка в кадре появился человек, явно похожий на экс-президента Украины Порошенко. И все бы ничего, но не настоящий Порошенко стал требовать контакты неких людей. Это смутило Кэмерона, и он прекратил отвечать. Теперь же в Лондоне решили действовать на упреждение, рассказали об этом случае специально, чтобы и другие знали об атаке пранкеров. И чтобы разговор, который может быть опубликован в сети, воспринимался не как что-то серьезное. На премьер-министра Дании Метте Фредериксен напали на одной из центральных площадей Копенгагена. Все произошло в пятницу вечером. Известно лишь то, что мужчина просто на площади Культурвет ударил Фредериксен, и нападающий уже задержан. В правительстве Дании больше не дают никаких деталей, говорят, что премьер-министр шокирована. Местные СМИ сообщают, что перед нападением Фредериксен участвовала в предвыборном мероприятии с ведущим кандидатом от социал-демократов. В Еврокомиссии заявили, что нападение является отвратительным поступком, которое противоречит принципам Европы. Кроме того, напомню, что в эти дни проходят выборы в Европарламент. В частности, в Дании жители страны смогут отдать свой голос в воскресенье 9 июня. Я увидел, как премьер-министр уже сидела с подругой за этим столиком, и буквально через минуту или две после этого появились 4 парня из датской службы нацбезопасности и разведки и сказали, что арестовали нападающего. Затем они же сопроводили премьера и увели ее за угол. Я думаю, это произошло где-то здесь, потому что она прошла сбоку, а потом присела очень ненадолго. Астронавт Уильям Андерс, автор известнейшей фотографии нашей планеты из космоса под названием «Восход Земли», погиб во время авиакатастрофы. Именитому летчику было 90 лет. Известно, что его самолет упал в воду в районе острова Сан-Хуан в штате Вашингтон. В сети тиражируется видео, как утверждается, момента этой авиакатастрофы. Андерс, напомню, был одним из членов экипажа Аполлона-8, который впервые облетел Луну. В Украине готовятся к будущей деоккупации Крыма. Военно-морские силы провели учения по высадке десанта на необорудованном побережье. Говорят, что эти знания пригодятся и в будущем, когда ВСУ будут освобождать временно оккупированный полуостров. В то же время в курортном населенном пункте Затока Одесской области заявили, что пляжного сезона там не будет из-за того, что в начале полномасштабной войны существовала угроза высадки уже российского десанта. Угрозу до завершения войны не исключают. Но возможно ли это сейчас и при каких обстоятельствах? Этот вопрос мы обсудили со спикером Украинской добровольческой армии «Юг» Сергеем Брачуком. Как любая военно-морская десантная операция, она должна иметь в наличии 3 элемента главных.
соответственно, море, понятное дело, ресурс соответствующий, это авиация, воздух и, соответственно, плацдармы на суходоле, на берегу. На сегодня нет у врага ни одного шанса для того, чтобы даже приступить, скажем так, к подготовке вот такой военно-морской десантной операции. Несмотря на то, что в воздухе периодически появляется вражеская тактическая авиация, все равно такого явного преимущества у них нет. Это, во-первых. Давайте посмотрим на море, где находятся сегодня корабли российского Черноморского флота. И самое главное, сколько больших десантных кораблей сегодня Украина уже уничтожила. Практически весь флот, все боевые единицы больших десантных кораблей Черноморского флота, они уничтожены. Хочешь служить Лукашенко, пройди опрос на детекторе лжи. Те, кто собирается стать силовиком в Беларуси или же уже им является, но вернулся из отпуска, проходят проверку на полиграфе. Об этом пишет Deutsche Welle. Издание уточняет, что в республике был расширен перечень сотрудников, которые должны пройти такого рода проверку. Например, сотрудники прокуратуры. Через полиграф уже проходят и те, кто хочет попасть в МВД, КГБ, Следком, Комитет госконтроля, Погранкомитет, Комитет судебных экспертиз. Одним из главных вопросов, который задается работникам, это отношение к действующей власти, пишет издание. Кроме того, благодаря полиграфу пытаются выявить и возможных коррупционеров. Еще детектор лжи ждет и белорусов, которые хотят работать в крупных государственных или же частных компаниях. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарий вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.